На сцене они выглядели идеально. Синхронные танцы, завораживающие голоса и улыбки, которые, казалось, успокаивали тысячи сердец. Но за всем блеском и гламуром скрывалась история двух молодых душ, которые нашли друг друга в суровом мире южнокорейских развлечений. Чон Чингук и Пак Чимин. Два имени теперь известны не только как участники BTS, но и как символы настоящей дружбы, выросшие из честности, упорного труда и безусловной любви. История началась в 2012 году, когда Чон Чингук, тихий подросток из Пусана, решил следовать за своей мечтой. Он присоединился к Big Hit Entertainment после того, как увидел выступление RM, лидера BTS, который очаровал его. Чингук оставил свой дом, семью и подростковую жизнь, чтобы отправиться в мир, полный неопределенности. В том же году появился Пак Чимин. Хотя он тоже из Пусана, Чимин принес с собой другую ауру, жизнерадостную, экспрессивную и страстную. Он был известен как талантливый танцор и обладал невероятной решимостью стать айдолом. Когда они встретились, что-то сразу же их соединило. Возможно, дело было в общем родном городе, а может, всего лишь в годе разницы в возрасте, но связь возникла сама собой. Не просто товарищи-стажеры, а семена отношений, которые продлятся дольше, чем они могли себе представить. Жизнь стажеров была непростой. Они переживали напряженные дни, бесконечные тренировки и тревогу неопределенного будущего. Но среди всего этого Чингук и Чимин были друг другу опорой. Они делились историями, едой, смехом и даже слезами. Они репетировали вместе до поздней ночи, подбадривая друг друга, когда их боевой дух начинал угасать. Чимин стал для них защитником, Хёном. Чингук, более молодой и сдержанный, находил утешение в тепле Чимина. В свою очередь, Чимин находил утешение в искренности Чингука. В их маленькой комнате в общежитии для стажеров возникла связь, которую невозможно описать словами. Чувство принадлежности, которое понимали только те, кто сам это пережил. Дебют BTS в 2013 году не был легким путем. Будучи группой из небольшого агентства, им пришлось столкнуться с общественным недоверием и давлением конкурентной индустрии. Чингук и Чимин, едва вступившие в подростковый возраст, должны были научиться выживать в мире, который часто не прощал ошибок. В эти трудные времена их отношения подверглись испытанию и окрепли. Чимин, известный своим перфекционизмом, часто чувствовал себя неполноценным. Он ругал себя за малейшие вещи. Однажды вечером после репетиции он молча плакал, разочарованный своим выступлением. Чингук, тогда еще совсем юный, подошел к нему, молча обняв. Мягким голосом он сказал: «Хён, ты сделал все, что мог. Без тебя это выступление было бы совсем другим». Эти простые слова пронзили сердце Чимина. Не из-за красоты слов, а потому, что он знал, что Чингук был искренен. Несмотря на то, что на него начали обращать внимание как на «золотого Макне», Чингук все еще оставался младшим братом из Пусана, который никогда не отходил от Чимина. Однако, по мере того, как Чингук начал получать больше внимания за свою внешность и разносторонние таланты, давление стало тяжким бременем для него. Постоянное давление совершенства изматывало его. Он чувствовал себя неадекватным, хотя весь мир его обожал. Именно тогда появился Чимин, напомнив ему остановиться, сделать глубокий вдох и вспомнить, что быть человеком гораздо важнее, чем быть идеальным айдолом. Прошли годы, и BTS начали творить историю. От выступлений на Billboard до AMA и мировых сцен, таких как Уэмбли и Грэмми, дружба Чингука и Чимина остается незыблемой основой. Они вместе празднуют дни рождения, готовят друг другу маленькие сюрпризы и даже пишут песни вместе. Песня «Friends», выпущенная на альбоме Map of the Soul 7, это подарок Чимина Чингуку, признание их отношений, которые переросли рамки просто товарищества по группе. Слова песни «Ты моя родственная душа» — не просто поэтические фразы.
Это признание от всего сердца настоящего друга. На сцене они часто переглядывались и улыбались, молчаливое общение двух людей, которые так много пережили вместе. За кулисами они были защитниками друг друга. Когда камеры не работали, Чимин следил за тем, чтобы Чингук хорошо питался. Чингук, по-своему, тихо замечал, выглядел ли Чимин усталым или нездоровым. Дни шли. Они больше не были теми надеющимися, нервными детьми из Пусана, столкнувшимися с миром. Они выросли в мужчин, мудрых, сильных, но верных корням и ценностям, которые они взращивали с самого начала. И хотя жизнь могла увести их в разные стороны, сольные проекты, служба в армии или все более сложная личная жизнь единственное, что оставалось, это их связь. Связь, которая выходила за рамки сцены, несокрушимая расстоянием и временем. Были невысказанные, но понятые обещания, что они будут поддерживать друг друга, будь то молчание или объятия, что они останутся друг для друга домом, как бы далеко они ни зашли. Чон Чингук и Пак Чимин были больше, чем просто айдолами. Они — символ искренней связи в индустрии, которая часто теряет свою человечность. Их дружба учит, что среди амбиций, славы и требований всегда есть место для простой любви, бескорыстной, безусловной. И пока BTS продолжают петь, пока ARMY продолжают слушать, эта история будет жить. Как два пусанских мальчишки, которые когда-то мечтали в тесной репетиционной комнате, а теперь прошли этот путь вместе. Их следы не только в песнях и клипах, но и в сердцах миллионов, которые верят, что настоящая дружба все еще существует. Под одним небом Чон Чингук и Пак Чимин всегда будут сиять не просто как звезды, а как две души, которые заботятся друг о друге вечно. В жизни мы редко знаем, когда начнется история, и еще реже можем предсказать, куда она нас приведет. Как две линии судьбы, которые сначала идут параллельно, затем встречаются в одной точке, идут бок о бок и постепенно становятся одним неразрывным путем. Именно это и произошло между Чон Чингуком и Пак Чимином. Два парня из одного города, с разными мечтами, но схожими целями, приехали в Сеул с надеждами, превосходящими их годы. В холодном, быстром и конкурентном мире они нашли друг друга. Словно Вселенная говорила: «Тебе не нужно проходить через это в одиночку». Время шло, годы шли, и мир менялся. Из застенчивых детей они выросли в мужчин, которых помнят во всем мире. Их имена красовались на гигантских экранах, их голоса заполняли стадионы по всему миру, а их лица запечатлелись в памяти миллионов поклонников. Но за всеми этими невероятными достижениями одно оставалось неизменным. Они называли друг друга так же, как и всегда, Чиминихён, Кукиа. Они видели, как друг друга взрослели, терпели неудачи, взлетали, побеждали и влюблялись на сцене снова и снова. Они были свидетелями пути друг друга, от тесных репетиционных залов до грандиозных сцен по всему миру. И ничто не могло заменить этот смысл.